Я сегодня решила попробовать новый для меня формат видео. Это небольшой влог о том, над чем я сейчас работаю и что нового в моей мастерской. Это первое видео в новых условиях, и те, кто читает мой блог, ссылку я выложила в описании видео, знают, что я оборудовала небольшое помещение для своей работы. Здесь не слишком просторно, но все на своих местах и работать очень удобно. Здесь все у меня расписано по сантиметрам, все стоит на своих местах. Даже можно сказать, что нет места для новых станков. И пока доллар еще стоил вменяемых денег, я обзавелась копиром для токарного станка. Он предназначен для совсем маленьких токарных станков и для маленьких деталей. Я с ним поработала, и впечатления пока самые приятные. Мелкая детализация, конечно, может страдать, но если копир убирать и резцами дорабатывать детали, то получается очень даже неплохо. Для копира требуются заготовки из латуни. Я их вырезаю с помощью ювелирного лобзика. Если получится, то я сниму отдельное видео про этот копир. В мастерской я также повесила на двери шкафов вот такие магнитные держатели. Их можно купить в хозяйственных магазинах, это держатели для ножей. Стоят они не так уж и дорого, держат и отвертки, и диски, и фрезы, и все, что мне нужно. Один я повесила над фрезером, второй над токарным станком. Весь месяц я делаю вот этот верстак Рубо, вернее его миниатюрную версию. В сети можно найти достаточно много чертежей, поэтому я не стала ничего выдумывать и взяла один из готовых чертежей. Самым сложным, наверное, было сделать тиски, так как, конечно, все детали нужно было вытачивать самой. Вот сейчас вы видите механизм ножницы у передних тисков и вот эта вот ножка верстака, в которую эти ножницы должны были монтироваться. Это уже ответная часть тисков. Все детали вытачивались из латуни, из стали. И вот это боковые тиски. Как оказалось, они гораздо проще в установке, чем передние. Здесь нет, конечно, никаких ножниц, достаточно вот винта. Механизм полностью рабочий. И все на самом деле работает очень даже хорошо. Сам верстак сделан из груши двух видов. Это обычная груша и пропаренная розовая груша. Здесь я показываю вам готовый верстак, правда он здесь не покрыт маслом и здесь нет центрального слота, такой центральный ящик без дна. В него можно вставлять молотки, например, прижимы, все что угодно. Здесь я вам показываю, как я делала нижнюю полку верстака. Там нужно было уложить несколько досок вместе и сделать для них пазы. Пазы я вынимаю фрезером Проксон. И насадка у меня это какая-то самая простая фреза, самая простая насадка, которая продается для бурмашинок. Здесь она у меня вставлена в патрон. И, собственно, я делаю паз. Вот такой получился паз у деталей, и теперь ее осталось вставить. Все детали лежат, в принципе, у меня там достаточно туго, и даже можно, в принципе, не клеить, но на всякий случай я всегда подклеиваю. Теперь мне нужно сделать центральный ящик. У меня были заготовки 2 мм, и мне нужно было сделать из них заготовки толщиной миллиметр или что-то около того. Для этого у меня есть рейсмус, как вы видите. Это у меня проксоновский рейсмус, самый стандартный. Я его никак не дорабатывала, просто подклеила на двусторонний скотч довольно толстый кусок МДФ. Вот, собственно, и все улучшения.
А теперь я обрабатываю кромку получившейся заготовки рубанком. Затем я просто буду нарезать эту заготовку на рейки. Теперь мы напиливаем нужной длины нам детали. Я опять же использую циркулярку, у меня фет, тоже Проксон. Все детали есть, теперь можно склеивать. Вот такой получился слот. Теперь нужно сделать пазы, так как сейчас он немножко выступает над столешницей. Скальпелем мы намечаем места для пазов и на циркулярке убираем ненужное. Вот такой получился слот. Сейчас он не выступает на столешнице. Теперь его можно сдвинуть влево и, например, использовать как упор. А здесь у нас работающие боковые тиски. Заготовка держится очень крепко, так что все отлично работает. Так, а теперь передние тиски. Попробуем немного их раскрутить и показать, как у нас крепятся ножницы. Вот так они выглядят в раскрытом состоянии. Можно, в принципе, раскрутить немного дальше. А теперь давайте закрутим и закрепим какую-нибудь деталь. А теперь самая приятная часть. Покрываем все маслом. Обычно я работаю с шелаком. Это мой основной материал для финишного покрытия. Если я работаю с маслом, я использую кисточку. Мне кажется, это немного удобнее, чем какие-то тряпки и бумажные полотенца, особенно когда мы работаем с такими маленькими деталями. Обычно после покрытия я жду несколько минут, убираю излишки
тем же полотенцем и оставляю примерно на сутки. Вот, готовый верстак. Это прошел 1 или 2 дня. Покрывала я все на один слой, больше не стала. Мне кажется, что одного слоя более чем достаточно. Все работает, все на местах. И здесь вы можете увидеть прижимы. Прижимы я показывала в своем блоге. Я их делала из стальной проволоки. Их даже зачернять не пришлось, потому что от горелки, собственно, все это потемнело. Сделала я их несколько штук, но вот в живых осталось, по-моему, всего 3 прижима. Один у меня просто развалился, потому что я его после того, как я сделала нужную форму, я его все-таки не отпустила, и вот при установке он у меня распался на части. Вот, в целом, безумно интересный проект. Я не ожидала, что настолько будет увлекательно вообще делать верстак. И я на самом деле впечатлилась и книжкой Кристофера Шварца про верстаки, и стала изучать эту тему дальше. Я бы с удовольствием просто бы сделала еще парочку верстаков. Особенно мне понравился в стиле шейкеров с кучей ящиков и отделений. Мне кажется, это будет прям очень-очень классно сделать. В общем-то, на этом все. Всем спасибо.